Всем доброго времени суток. Вы на канале Ну что, свяжем? И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты узорчиков. Уже очень много для вашего удобства. Они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Плейлисты вы можете найти на главной странице канала, там где написано главное, видео, плейлисты, сообщество и так далее. Так вот, нажимаете на плейлисты, проваливаетесь, да, открывается большое количество папочек, выбираете папочку, которая вам понравилась, смотрите видео. Надеюсь, видео вам понравится, вы ставите свои лайки, напишите комментарии, не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять, и нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. А своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности. Вы моя большая-большая группа поддержки. Нас уже очень много, я очень рада. Спасибо вам огромное. И я сегодня к вам с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали, помните, да? И вот с такой палитрой мы работали. Сегодня покажу с данными ниточками еще один узорчик. Итак, кто не видел, что за ниточки? Это называются они Weasel Rainbow Angora. Weasel Rainbow Angora. Итак, сразу же цвет скажу. Это 0,4, чтобы не забыть вдруг, да. В 100 граммах здесь находится 550 метров. Очень хорошая, это, скажем, на метраж намоточка. Состав: 15% мохер, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть и 60% акрил. И нам здесь советует производитель: берите спицы, да, и также крючок размером 5-6 мм. Мы вязали крючком 3 мм, 3,5 мм. То есть, в принципе, меня устраивает. Вы, конечно, смотрите под свою плотность вязания. Возможно, будете вязать плотнее, берите крючок потоньше. Если будете вязать более рыхло, да, крючок берите потолще. Я беру троечку. Сегодня у меня будет троечка. Вот такая вот моя рабочая лошадка. И я узорчик покажу троечку. Раппорт сегодняшнего узорчика будет равняться 6 петелькам. Но мы дополнительно возьмем, наберем по бокам, по краешку, так скажем, назовем их кромочные петельки, да. Итого получается, мы с вами наберем 40 воздушных петелек. Ну что, свяжем? Итак, ниточки от моточка вы можете брать снаружи, если вам необходим цвет, например, с темного, потом переходить на светлый, да. Либо вы можете брать изнутри, как вам будет удобно. Конечно, изнутри берется намного удобнее, но если вы вяжете изделие и необходимо соединять моточки, то вы можете комбинировать либо снаружи, либо изнутри. Я возьму снаружи, хочу начать с темненького, перейти на светленький, и мне так на данный момент это поудобнее. Итак, все как всегда. Видите, ниточка такая. Ну, не сильно пушистая, но пушистенькая. Поэтому, когда будете вязать, сильно крючок маленький не берите. Волосинки вот эти могут запутываться и мешать вязанию. Но в дальнейшем с опытом, конечно, вы можете брать и маленькие крючки. Итак, для начала мы с вами делаем петельку фиксации. То есть все как всегда. Ее при наборе петелек мы не считаем. А теперь 40 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Вот наш будущий образец. Далее, особенно для новичков, рекомендую сделать дополнительный вспомогательный ряд столбиками с накидом, потому что очень будет вначале много воздушных петелек пропускать, поэтому, чтобы вы не запутались. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Далее отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид в пятую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это называется столбик с накидом. Далее в следующую петельку цепочки опять ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. И так далее до конца ряда вы провязываете столбики с накидом. Для новичков это будет как раз время проработать столбики с накидом. Опытные мастерицы могут пропустить данный ряд и приступать непосредственно к узорчику. Угу. А я с вами вместе свяжу дополнительный ряд. Получается, я набрала 40 воздушных петелек. У меня должно получиться 40 столбиков с накидом. То есть считайте для себя, сколько вы набирали петелек. То есть не должно быть ни больше, ни меньше. И не забывайте, что первые 3 петельки подъема, вот эти первые 3 петельки подъема, это имитация столбика. Тоже считается как столбик с накидом. То есть сейчас я, смотрите, провязала. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков с накидом. Понятно? То есть еще я провязываю 31 столбик. И в конце ряда мы с вами встречаемся. Договорились? Давайте, у вас получится.
Так, смотрите, вот такая вот аккуратненькая дорожка у нас получилась. Теперь нам будет намного проще вязать наш образец нашего узорчика. Итак, 4 петельки подъема. Будьте внимательны, не 3, как всегда, а 4. Раз, два, три, 4. Поворот, накид. И в следующий столбик, вот мы, получается, первый провязали, вот в следующий столбик верхушку ныряем, вытягиваем ниточку и смотрите, как провязываем. Одну петельку, затем 2, затем 2. То есть у нас получается вот такой вот удлиненный столбик с накидом. Следующий столбик точно так же провязываем. Накид, нырнули в верхушку столбика и провязываем 1 петелька, 2, 2. Вот эти вот как раз 3 столбика, да, помните, что мы воздушные петельки подъема тоже считаем за столбик. Вот эти 3 столбика у нас будут как бы кромочные. Они будут выравнивать наш ряд, наш как бы краешек. Идем дальше. Накид. 2 столбика пропускаем. И в третий столбик провязываем 5 столбиков, таких же удлиненных с накидом. То есть мы провязываем вначале 1 петельку, потом 2, 2. Раз столбик. Сюда же такой же. 1 петелька, 2, 2, 2 столбик. Сюда же 1 петелька, 2, 2, 3 столбик. Сюда же 1 петелька. Аккуратненько 1 петелька, 2, 2, это уже 4 столбик, и сюда же последний 5 столбик. То есть у нас как бы сформировался вот такой немножко удлиненный веерочек. Но это еще не весь веерочек. Смотрите, что мы делаем дальше. Накид. Сюда же мы ныряем, сюда же. Вытягиваем ниточку и подтягиваем до высоты нашего столбика. Держим на крючке. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Теперь все вот эти петельки и накиды мы вместе провязываем до самого конца, полностью, до 1 петельки. И фиксируем. То есть вот теперь все. Вот теперь наш полноценный веерочек. Понятно? Идем дальше. Смотрите, накид. Мы пропускаем 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. И в шестой ныряем и делаем точно такой же веерочек. То есть 5 столбиков с накидом. Удлиненные, да, столбики, помните? Раз, два, 3, 4, 5. А далее делаем вот такой вот пышный столбик. Да? Накид. Ныряем сюда же, вытягиваем ниточку. Раз. Накид. 2. Накид. 3. И все вместе провязали, зафиксировали. Пышный столбик вы можете делать не с 3 накидами, с 3 петельками, а с 4, с 5, 6, 7, 8 и так далее. То есть пышные столбики будут намного как бы попышнее, и, естественно, наш узорчик будет более эффектнее. Но не забывайте, чем больше вы делаете накидов и петелек, тем, естественно, у вас будет больше кушать ниточек. Все, вот такая вот как бы особенность нашего первого ряда. Раз, два, три, 4, 5 столбиков пропускаем. И в шестой опять провязываем точно такой же веерочек из 5 столбиков и одного пышного столбика. Понятно? Вот, все. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы практически довязали до конца нашего ряда, как мы заканчиваем. После последнего веерочка мы, получается, точно так же, как в самом начале ряда, пропускаем 2 столбика, и у нас остаются 3 столбика. Раз, два, 3. И мы их провязываем столбиками с накидом, тоже удлиненными. Это как бы, ну, назовем их кромочные, да, в вязании крючком кромочных нету, но мы, так скажем, выровняем ряд. Если для вашего изделия не надо будет необходимости делать эти кромочные столбики, вы их просто не делаете. Угу. Все, красота, красота. Далее опять 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3, 4, поворот. И мы вот эти вот кромочные столбики, да, мы их провязываем точно так же. Удлиненными столбиками. То есть получается 1 петелька, 2, 2. Накид. И в следующий столбик верхушку нырнули, вытянули ниточку. 1 петелька, 2, 2. Есть. А теперь смотрите внимательно. Накид. Вот, мы не считаем наш пышный столбик, да, вот наши, получается, 5 столбиков с накидом. Раз, два, 3, 4, 5. Между 4 и 5 мы вот так вот ныряем, прям вот между 4 и 5 столбиком. Вытягиваем ниточку и провязываем вот здесь, да, получается 5 точно таких же столбиков с накидом. 1 петелька, 2, 2. Накид сюда же. 1 петелька, 2, 2. Накид сюда же.
1 петелька, 2, 2. Это уже у нас 3 столбика получается. Точно так же сюда провязываем 4 столбик. И точно так же провязываем 5 столбик. После 5 столбиков, да, мы делаем точно такой же, получается пышный столбик. Накид, ныряем сюда же, вытянули ниточку, 1, накид, 2, накид, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. И сразу же перепрыгиваем к следующему веерочку, опять между 4 и 5 веерочком. То есть не в верхушку веерочка, да, а вот именно где тело самих столбиков. Вот, ныряем и провязываем точно такой же веерочек. 1, сюда же, 2, сюда же, 3, сюда же, 4 и сюда же 5. И опять заканчиваем наш веерочек пышным столбиком. 1, 2, 3. Повторю, вы можете делать не 3, а 4, 5 и больше, да? Все вместе провязали и зафиксировали. Вот. И вот получается у нас над каждым веерочком появляется еще один новый веерочек. Давайте вот так вот до конца ряда. Посмотрим, у нас будет потихонечку ниточка светлее и светлее. В данной пряже длинные переходы, очень красивые. А в конце ряда я вас встречу. Хорошо? Посмотрим, что получилось. Так, смотрите. Вот такие вот наши веерочки дальше растут. И получается, что мы делаем дальше? Точно так же. Мы закончили ряд 3 кромочными столбиками. Опять делаем 4 петельки подъема. Опять делаем наши кромочные столбики. И продолжаем дальше точно так же веерочки вязать. То есть вы опять же отсчитываете, получается, 4 столбика. И между 4 и 5 ныряете. То есть у вас, получается, узорчик будет состоять всего лишь из одного ряда. Вы повторяете друг за дружкой повторяете, в итоге посмотрим, что получится. То есть несложно вообще, да? Вот такое вот разнообразие веерочков. Давайте удлиним наш, да, увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Я думаю, получится шикарно, а в конце я хочу еще сделать рядочек с пышными столбиками побольше. Посмотрим, что получится, как будет эффектнее, да? Так что встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая вот у нас интересная получается картина. Видите, веерочки. И веерочки вот с такими, получается, пышными столбиками. И как и обещала, я в последних, получается, смотрите, 2 рядах, вот этот веерочек и последний веерочек беленький, я провязывала пышные столбики из 5 петелек и 5 накидов. Так что вот посмотрите, как лучше, как думаете? Либо мало рядочков, надо было еще провязать. В общем, жду ваш, получается, отзыв, ваш комментарий. Как все-таки лучше, когда 3 петельки, 3 накида или когда столбики попышнее? Понятное дело, они будут кушать больше пряжи, но если это будет намного красивее, красивее, правильно, да, отметьте, как правильно говорить. Вот. Вот такой вот узорчик. Очень простой, вяжется на одном дыхании. Вы знаете, особенно когда секционная пряжа переходит цвет в цвет, вообще не замечаете. Вы прям идете, вяжете, вяжется быстро. То есть сравните с обычной пряжей и рядышком поставьте, так скажем, секундомер с секционной пряжей. Секционная получится быстрее. Вот так вот. Красиво, красиво, просто, просто. Берите себе в копилочку узорчиков. Что это может быть? Кофточка, может быть кардиганчик, палантинчик. В зависимости от ниточек вы уже знаете, да, вы уже мастера. Если это ниточки будут летние, то это летний вариант. Если ниточки будут зимние, то зимние. Это может быть и шарфики, и снудики, да. Вы можете и в беретик, и в шапочку. Красота, красота. А если вы возьмете все-таки полиэфирный, полипропиленовый шнур, сумочка, коврик, чехол, красота. Смотрите, вот так вот он тянется у меня, видите? Вот такой вот интересный, очень простой, очень легкий, но очень красивый узорчик. Давайте замерим. Итак, набирала я, получается, 40 воздушных петелек. Если мы будем вязать точно такой же пряжей, если, например, точно такой же рукой, да, плотность вязания, если, например, точно такой же у нас будет крючок, то это у нас выходит вместе с кромочными петельками, ну, практически 21 сантиметр. Так? А здесь получается у нас каждый веерочек это один ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну и начальный тоже возьмем, посчитаем 11. Итак, по самой верхушечке это у нас получается, ну, тоже практически 14, 13 с хвостиком сантиметров. Обязательно попробуйте свяжите. Очень несложно, тем более для новичков вообще будет красота. Для опытных мастериц копилочку ваших узоров. Красота.
Красота. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много нового интересного. И чтобы не пропустить новинки, нажимайте на колокольчик. А также под видео справа внизу находится стрелочка «Поделиться с друзьями, с подружками». Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Спасибо заранее большое. И нажимайте на плюсик там же внизу. Так вы будете сохранять понравившиеся вам видео в ваши плейлисты. Сами будете плейлисты называть, будете возвращаться к этим видео, смотреть, повторять, сохранять. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.